Доброго времени суток, уважаемые геймеры и геймерки, с вами команда GameRoom Игра новинки. Мы рады приветствовать вас в нашей еженедельной рубрике игровых новостей, где мы предоставляем самые актуальные обновления и горячие события игровой индустрии. Сегодня вас ждет настоящий каскад захватывающих новостей и анонсов, способных ускорить ваше сердцебиение. Итак, геймеры, приготовьтесь начать захватывающее путешествие по миру игр, но перед этим не забудьте поставить лайк. А теперь погнали разбираться во всех деталях. GTA 6 уже стала настоящим объектом внимания и мемов в игровой индустрии. Вы, вероятно, знаете, что обсуждения и слухи о ней начинаются, когда у нас появляются интересные сообщения от проверенных инсайдеров. Недавно появилась интересная теория, связанная с месяцем, который является спутником Земли. Эта теория основана на рекламном изображении события в GTA Online, названного «Месячный фестиваль». На этом изображении два персонажа стоят перед вывеской, и большая часть вывески теневая, оставляя видимыми только буквы В и И. Эта комбинация букв означает римскую цифру 6, что является числом 6 и очевидно ассоциируется с GTA 6. Следует отметить, что на изображении также присутствует мужчина и женщина. Это имеет значение, так как, по слухам, в GTA 6 будет два главных персонажа — Джейсон и Люсия. Однако связь с Луной остается загадочной, и кажется, что это может быть формой троллинга от Rockstar Games. Теория также отмечает, что у компании Rockstar есть склонность выпускать или анонсировать игры во вторник. Например, Red Dead Redemption и его продолжение были анонсированы и выпущены во вторник. Эта часть теории вызывает больше смеха и скептицизма, но стоит понимать, что Rockstar любит размещать скрытые намеки и шутки для игроков. Как только Говард заявил, что студия планирует поддерживать игру Starfield по меньшей мере в течение 5 лет и намерена сохранить активную фанатскую базу. Это означает, что в будущем будут выпущены обновления и дополнительный контент, которые будут обогащать игровой процесс. Недавно также вышел второй патч для игры, который исправил множество ошибок и дефектов, улучшил производительность и исправил некоторые аспекты геймплея. Мы не успели полноценно попробовать дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. CD Projekt Red объявили о скором выпуске патча 2.0.1, который включит в себя исправление багов, включая квесты и улучшение геймплея. Также игроков ожидает увеличение производительности. Более подробные детали будут предоставлены в самом патче. Гейб Аматанджело, гейм-директор Cyberpunk, подтвердил, что дополнение 2.0 и Phantom Liberty будут последними большими обновлениями для Киберпанка, а дальше разработчики сосредоточатся на исправлениях и мелких поправках. Команда также переходит к разработке над The Witcher 4, и в процессе разработки этой игры будут задействовано около 500 человек. Кроме того, Аматанджело пояснил, что переход на Unreal Engine 5 позволит им не начинать с нуля, так как Epic Games помогла им адаптировать некоторые инструменты Unreal Engine 5 под свои нужды. Новая Forza Motorsport получила в основном положительные отзывы от критиков. На момент оценивания на сайте OpenCritic игра получила средний балл 84 из 100. Журналисты похвалили ее отличную графику, реалистичную физику машин и множество настроек для игроков. Теперь каждый игрок может наслаждаться гонками по своему вкусу. Однако некоторые критики отметили, что игра может выглядеть как один большой самополив и не хватает некоторых деталей и проработки освещения. Они отметили, что хотя освещение выглядит неплохо, отражение может выглядеть как будто в отрыве от поверхности. Изданию Insider Gaming удалось получить новые подробности о следующей части серии Far Cry 7. Во-первых, 7-я часть с внутренним рабочим названием Project Blackburn ожидается осенью 2025 года. Во-вторых, игра разрабатывается Ubisoft Montreal и переходит с привычного для серии мира Дюния на снежный мир Shadow Drop. Следовательно, следующая часть серии будет иметь нелинейный сюжет, в котором главный герой должен будет спасать свою семью, похищенную группой
группой культистов, известной как Сыны Истины. Хотя это пока не окончательные детали, издание сообщает, что игрок будет ограничен 72 часами игрового времени или 24 часами реального времени. Нелинейный сюжет Far Cry 7 означает, что вы не обязательно должны спасать членов семьи по порядку, и некоторых из них даже могут убить. Ваши действия также будут влиять на ход истории. Хотя детали пока не ясны, целью является уничтожение Сынов Истины, и чтобы пройти игру на 100%, вам придется спасти всех членов семьи. Конечно же, вы столкнетесь с неудачами, если время истечет. Игра Far Cry 7 также предоставит новую механику допроса, что не всегда означает получение нужной информации от врагов. Иногда враги будут уклоняться от ответов, лгать, молчать и даже пытаться убежать. Будет интересно увидеть, как эта механика впишется в общий концепт Far Cry. Это рекламная зона, Привет, дорогие друзья! У нас для вас отличные новости и потрясающая возможность выиграть игровую механическую клавиатуру от Red Dragon. А чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно выполнить всего 2 простых шага. Подпишитесь на наше сообщество во ВКонтакте и на наш канал. Поставьте лайк записи во ВКонтакте и пришлите скриншот вашей подписки на канал в YouTube в комментариях записи. А итоги розыгрыша мы подведем 13 декабря. Спешите присоединиться и получить шанс выиграть эту потрясающую клавиатуру. Удачи вам! Это конец рекламной зоны. Ubisoft порадовал нас выпуском новой части Assassin's Creed под названием Mirage, но не все оказалось так гладко. Игра получила оценку 77 баллов на сайте OpenCritic. В игре похвалили возвращение интересного стелса, возможность вариативного прохождения, сложные открытые бои и небольшой масштаб мира. Тем не менее, Assassin's Creed Mirage также имеет свои минусы. Сюжет игры оценили как очень простой и линейный, и большая часть истории главного героя раскрывается в прологе. Несмотря на акцент на скрытности, игра не дотягивает до уровня Hitman 3. Оптимизация игры на ПК вызывает серьезные проблемы даже на топовых компьютерах. Возникают просадки в FPS. Некоторые эксперты назвали версию для компьютеров самой худшей в истории Assassin's Creed. Также игра столкнулась с критикой из-за включения защиты Denuvo, что вызвало негодование игроков. Некоторые уже ждут, когда уберут эту систему из игры и надеются, что хакеры найдут способ обойти ее. Stalker 2 была номинирована на премию «Самая ожидаемая игра» на Golden Joystick Award, хотя легко можно было номинировать ее как «Самая ожидаемая игра десятилетия». Среди конкурентов Stalker 2 также выделяются Black Mesa Xen, Conan Straightening Shadows, Star Wars Outlaws и многие другие проекты. Голосование будет продолжаться до 20 октября, а результаты номинации «Игра года» будут объявлены 23 октября. Торжественная церемония награждения запланирована на 10 ноября. Кстати, лидерами по количеству номинаций являются Baldur's Gate 3 и The Legends of Zelda. Как ожидалось, авторы Battlefield 2042 представили трейлер 6-го сезона под названием Dark Creations. Этот трейлер раскрыл первые детали нового сезона и подтвердил дату его старта — 10 октября. Что же нас ожидает в новом контентном обновлении? Новая клаустрофобная карта для боев на близкой дистанции, загадочное оружие и гаджеты, значительные изменения в управлении и ощущении транспорта, а также, конечно же, свежий Battle Pass. Спасибо, что остались с нами и прослушали наши горячие новости из мира игр. Будьте на связи, потому что мы всегда готовы поделиться с вами самыми интересными событиями и секретами игровой индустрии. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы не упустить ни одного увлекательного обновления. Мы также приглашаем вас присоединиться к нашим группам ВКонтакте и Discord. А в этих сообществах вы сможете обсудить игры, получить ценные советы от опытных геймеров и поделиться своими впечатлениями. Мы ценим вашу активность и готовы создать пространство для настоящих ценителей игр. Спасибо за просмотр и до новых встреч на Game Room, игроновинки, где всегда все делается с душой. Every time